Всем привет! Вы на канале Твин Китай. Мы продолжаем проходить убийство Пейнскрика. Мы сейчас находимся в особняке, и я хотела проверить одно место, потому что у меня есть какой-то ключ старый, и я совершенно не знаю, куда его определить, потому что про него ничего особо написано не было. Но я хочу попробовать его вставить вот сюда. Где? Вот этот. Нет, я не знаю тогда, от чего он. Ключ изящной выделки. Такие обычно делают для вилл и особняков. Единственный особняк тут это вот этот. А что я должна ним открыть, это, конечно, вопрос. Но в любом случае, давайте пойдем в хижину сходим, а еще пойдем сходим в дом Дороти, получается. А это вообще ключ один из шкафчиков в особняке. Я грыбашу, который я до сих пор не нашла. Или я не открыла, может быть, комнату с этим... Я не знаю. Я без понятия, серьезно. Без понятия. Блин, а ведь реально надо найти этот дом Дороти. У меня, возможно, где-то будет... Пу-пу-пу. Дороти. Дороти, где мне найти тебя? Во, Дороти. Адрес. Блэкпайн 40. Блэкпайн 40? Подожди, я разве там уже не была? Блэкпайн 40. Это там, где больница. По дороге в больницу, 40-й дом. Ну ладно, я посмотрю. Да, давайте сходим сразу, посмотрим, что ждать. Поищем этот 40-й. Я просто не помню, мне казалось, что я такое открывала, но... Видимо, нет. Я хз. Это, по-моему, можно вот здесь вот спуститься. И я уже на этой дороге, получается, сейчас и буду, да? Типа, только нужно обойти немножко сюда. Да? Допустим, где тут номера домов? Мне нужен 40-й, 13. Не, это будет долго. 39. 40. Грибать, я пришла. Что такое, закрыть? Я пришла. Есть. Есть. И... Так. Значит, так. Значит, как? Что тут происходит у вас? А можно открыть? Угу. Помощь ближнему во имя Бога. Окей. Ладно. Так, второй этаж. Комнатка. Ну ладно. Окей, туалетик. Открой. Новый дом, новый стиль жизни в сердце города. Мы гордимся тем, что помогаем другим осуществлять свои мечты. Ну, короче, это про дом престарелых? Нет? З? Такс. Такс. Закрыто. Ну, закрыто. Да, господи, хватит меня двигать. Да. 2 февраля 1975-го. Чарльз сегодня спросил меня кое о чем. Он спросил, смогу ли я остаться с Софией, чтобы он договорился о сдаче дома в аренду недалеко от особняка. Я сказала ему, что... Сдача с дома в аренду недалеко. Я сказала ему, что помогу, но беременность Софии скоро станет заметной. Нельзя такое скрывать. Чарльз. Он казался очень обеспокоенным.
6 февраля. Чарльз подошел ко мне и выразил благодарность за заботу о Софии. Он сказал, что мы будем покрывать все необходимые расходы, никому не говорить об этом. Будет. Насчет растущего живота Софии, когда придет время, я должна придумать ей поручение за пределами Пейнсклика. Не уверена, что это сработает. 6 апреля. София на 8-м месяце беременности. Ее живот уже большой. Я спросила у нее о том, как она себя чувствует. София ответила мне, что счастлива и смотрит в будущее с надеждой. Она сказала, что было бы лучше, если бы ребенок оказался мальчиком. Я могу понять, почему София так думает, но не могу не задаться вопросом, каково будет Вивиан узнать об этом всем. Каковы будут последствия. Так, подожди, София? Это вроде как вот та горничная. Причем тут Вивиан? Чарльз это кто? Подожди, кто такой Чарльз? На секундочку. О, господи, это ж ее муж, да? А, это она писала у себя вроде в дневнике или где? Где все эти, Джей? Дневник. Чарльз, да, это ее муж. Я знала, что нравится Трише, я тоже полюблю его. Так, дальше Триша. Угу, Скотт. Угу. Это, да, он с Софией был, подожди. Но она была беременная кем? Вот как раз-таки, наверное, Скоттом, нет? Не может же быть такого, или может? Скотт. И типа поэтому она так к нему относится, Вивиан, и поэтому Скотту и Трише... Вот это... Блин, слушай, ничего себе, ничего себе. Ничего себе. Тут дела. Я, конечно, не уверена, насколько я сейчас права, но выглядит все вроде как так. Автор писания преподобный Кит. Окей. Дальше идем на второй. Божки. Дверь закрыта. Чё она закрыта, слышишь? Я что-то не пойму. В каком плане закрыта? Я знаю, что это не те ключи, типа, я в курсе, я понимаю, но почему она закрыта? Через верх полезем? А какой шкафчик тогда? То, что у нас... Где? Вот здесь код от кабинета. От кабинета? От какого кабинета? А, от кабинета... А, это в особняке кабинет. Да ёб твою. Да что ж такое? Это кабинет в особняке, нам обратно надо. Пошли обратно в особняк. Нам надо в особняк, нам надо в хижину, в больницу еще, возможно. Но первым делом пошли в особняк и найдем этот кабинет. А как я его провтыкала? Подожди, я подумала, что это... Кабинет. Где кабинет? Ладно, код от кабинета. Сейчас, он, наверное, на первом этаже, да? Блин. Туря. Ну, хорошо. Допустим. Это вся история такая, да, ничего такая. Блин, вот просто тяжело запоминать эти все их связи, потому что их так много людей, они все переплетены между собой. И я плюс-минус запомнила уже, что тут происходит. Ну, у самых, по крайней мере, основных. Типа там Вивиан, Триша. У ее семьи, короче. Скотт тоже. Кабинет. Блин, давайте еще раз осмотрим все места здесь, потому что у меня есть много ключей. У меня есть несколько кодиков. Что мне с ними делать, это пока еще я не знаю. А, мне еще нужен от часов... Нужна от часов штука. Да что я делаю? Этот крест тоже зачем-то нужен. Я подозреваю, что Опа. Я подозреваю, что крест это что-то типа тоже ключа, возможно.
Закрыто. Опача. 201. Ключ с надписью 201. Гостиница. А, это из гостиницы ключик. Я уже и забыла про гостиницу, если честно. Дневник Вивиан еще один. Понедельник, 2 января 1994 года. Эндрю пришел и сказал, что ему не нужен помощник. А еще заявил, что Скотт слишком неопытен и вообще обуза для него. Однако он не понимает, что последние несколько месяцев сад находится чуть ли не в заброшенном состоянии, что его пьяное поведение раздражает, и то, что Скотт на самом деле трудится намного больше него. Скотт быстро учится, он может выучиться в кратчайшие сроки. Чарльз был единственным, кто настаивал на его найме. Чарльзу нравится мальчик. Они охотились вместе много раз, и Чарльз, кажется, всегда был доволен своей компанией. Я просто не понимаю его любви к охоте. Иногда он проводит в своей охотничьей хижине больше времени, чем дома. Вторник, 3 января. Я была потрясена, узнав, что Скотт расспрашивал о Софии. Откуда он узнал о Софии? Кто мог ему рассказать? Должно быть, это Эндрю. Вот пьянчушка. Я сказала ему, что Софии больше нет. Его галлюцинации становятся все сильнее. Ему нужно встретиться с Генри и купить еще таблеток. Мне нужно, чтобы Бернард присмотрел за Скоттом. С этого момента я попробую узнать, с кем он разговаривает, кого спрашивает. Пятница, 8 апреля. Я позвонила Оливеру и спросила, может ли он быть главным фотографом на пасхальном мероприятии по сбору средств. Когда он спросил, на что пойдут средства, я ответила, что они пойдут на повышение интереса к Пенскрику и развитие туризма в нашем городе. Выслушав, Оливер согласился помочь. Когда его спросили, сколько он возьмет, в ответ прозвучало, что это будет бесплатно. Я была удивлена, очень ценю его вклад в этот город. 12 апреля. Сделка с Говард Медикал состоялась, как и ожидалось. Вместо удовлетворения я чувствую опустошение. Неужели заработалось? Или мне уже просто все равно? 14 мая, суббота. Наш ужин сегодня был спокойным. Чарльз почти ничего не ел. Он спросил, как прошел день, но я не хотела об этом говорить. Вообще-то в последнее время я не хочу с ним вообще разговаривать. Триша тоже молчала. Она отдаляется от меня, я это чувствую. Триша всегда доверяла мне, однако теперь мы почти не разговариваем. Ее чувства мешают ей увидеть Скотта с плохой стороны? Среда, 6 июля. Я не хочу, чтобы Триша была со Скоттом. Из всех мужчин в этом мире, зачем она выбрала его? Это недопустимо. Блин, неужели это все-таки то, что я подумала, это правда, нет? О! Это от... Как его? Блин, от... Как это называется? Слушай. От часов. Я просто так это подняла? Окей. Ладно. Погнали на 2-й этаж. Часы — это хорошо. Стоп, я зачем-то сюда вообще-то приходила? А, кабинет мне нужен. Еще кабинет. Кабинет. Четыре, 4, 8, 7, 1. Это вряд ли то место, но 4, 4, 8, 7, 1. Да, это не то место. Где кабинет? Вот это я тоже еще открыть не могу. Я хрен его знает, как его открыть, что тут за код, как, почему. Ну ладно. Я потом вернусь сюда. Где кабинет? Может быть. Кабинет. Я уже весь 1-й этаж обошла, нет? Нет, не весь. Смотри-ка. Наверное, вот там вот кабинет дальше. Да? 4, 871. Ура. Опача. Сядь, пожалуйста. 1-й этаж. Карта 1-го этажа, конечно, она мне сейчас очень нужна, но так и быть, давайте посмотрим. Хз, зачем она мне? Не так уж и важно. Окей. Лазим, шаримся. Опача. Странная какая-то штука, нет? Реально странно выглядит. И вот это странно выглядит. Ну ладно. Окей.
чего? Тут чего? 4 справа, 6 слева. Пача. Фоткаем. В инвентарь. Подожди, а что 4, 3, 4 что? Что это за код такой? А я такого не знаю. Открой, пожалуйста. Опа. У меня уже есть 2 такие плюшечки. А вот теперь еще 2. Состояние здоровья Вивиан Робертс. Дорогой Чарльз Робертс, состояние Вивиан на данный момент постепенно приходит в норму. Она приняла факт о том, что бесплодна. Однако для полного восстановления потребуется время, а кроме того необходимо полгода реабилитации. Ваше присутствие в больнице ее расстраивает, это лишь растянет процесс восстановления. Я предлагаю вам временно отказаться от визитов к вашей жене, чтобы позволить ей прийти в стабильное состояние. Ваша мать очень хотела внуков, и этот факт тоже оказывает огромное давление на нее. Пожалуйста, обсудите этот вопрос с вашей матерью. Самым главным приоритетом нашей больницы является выздоровление пациентов и пациенток. Врачи сделают все возможное для того, чтобы помочь Вивиан. Искренне извиняюсь за все неудобства, которые вам причинило это обстоятельство, доктор Генри Джонсон. Ладно. Это, наверное, оно. Это, наверное, оно. Слушай. Типа... А типа что? А ну-ка, закрой нафиг вот это вот все. У меня тут кончик. У меня тут пешечка. У меня там кто? Где? Вот тут. Я не уверена. 7. Вниз, пожалуйста. 2, 5. Хотя, с другой стороны, а как я должна это определить? Либо я не знаю название шахматных фигур на английском, либо что это такое. А ну, открой-ка мне еще раз. 5, 2. И сколько ты говоришь? 7. Я, честно говоря, в принципе не знаю названий шахматных фигур, не то что на английском. Может, это вообще не оно? Может, я не то подумала? Что это такое? Я уже забыла даже, какие там. 5, 2, 7. Надо подумать. Я, честно говоря, я хз. Я попробовала несколько вариантов, я не поняла, и все. Типа, и все. И я не грибу. Ну, серьезно, я не грибу. Я... Вот это вроде как не подходит, ничего. Что еще? Я где-то что-то пропустила, значит. Где-то у меня, значит, что-то есть, то, чего я пропустила. Правильно? Или что?
Вот блин. Сложно. Я не знаю. Пошли, сходим на второй этаж за этим. Боже, как его? Часы. Часами. Потому что хз. Окей, где часы? Пу-пу-пу, вот здесь. Пу-пу-пу. Использовать. А вот это, кстати, книга нужна, чтобы решить загадку. На задней стороне что-то написано. Кстати, она написана на книге медицинской. Может быть, это что-то в больнице? Ладно. Что у меня про этот... Ставьте часовой ключ, установите время, поверните ключ. Время, чаепитие. Чаепитие. И тайм. Я говорю, Пашу, когда у вас чаепитие? А вот тут написано вроде. Указание к чаепитию. Чаепитие в 15:20. Супер. Я узнала, когда чаепитие. О, боже. 13, 14, 15, 20. Стой, чуть-чуть давай. Вот так вот. Вот так вот. О, дорогая Вивиан, 18 июня 1975. Дорогая Вивиан, пишу тебе не как доктор, а как друг. Знаю, у тебя есть подозрения касательно Чарльза. Теперь, когда его измена известна, больше нет смысла ходить вокруг да около. Если хочешь защитить себя и Тришу, есть только один вариант. Тебе нужно заставить Софию и ребенка уйти от Чарльза. Их нужно переместить подальше от Пенскрика. Тебе, конечно же, придется заплатить за ее уход. Касательно Чарльза, ему следует знать, что если его интрижка станет известна общественности, то это обрушит его политический рейтинг. Люди не простят мэра, пользовавшимся... Блин, это не он ее случайно кокнул? Не муж? Пользовавшимся всеобщим доверием, если он окажется втянут в такой скандал. Я выяснил, что Чарльз попытается вписать ребенка в семейную книгу. На его месте я бы также поступил. У него же мальчик, а значит, он сможет продолжить семейный род. Если все это произойдет, даже не знаю, что случится с тобой, Генри Джонсон. Вивиан, я хорошенько подумал над твоей просьбой, и вот мой ответ. Я выписал новый рецепт для твоей свекрови Магдалины. По новому рецепту доза сильнее обычной в 3 раза. Подробную инструкцию я отослал вместе с лекарствами. Выбор за тобой, но тебе следует обходиться с лекарствами аккуратнее, чтобы никто ничего не заподозрил. Позвони, если есть какие-нибудь вопросы. Генри Джонсон. П.С. Постарайся быть аккуратной, нельзя допустить, чтобы лекарство принял кто-то еще в особняке. Ну, походу, все, что я говорила раньше, правда. И я думаю, что, может быть, это вообще муж ее убил. Ну. Пошлите в хижину сходим. В хижине, кстати, возможно, есть. Где тут, блин, где тут выход настоящий? Начальный. Вот это вот. Мне кажется... Блин. Теряла мысль. Во-первых, в хижине, кажется, есть тайный код. Судя по дневникам. В-третьих, происходит какая-то жесть. Или во-вторых, неважно. Ну, я хз. Ну, мы узнаем. Мы сейчас все рассекретим. Все семейные тайны сейчас будут в наших руках. Хижина, хижина, хижина. Она вначале... Она там, где река. Угу. Как-то вот так. Вот сюда. Что у меня там за ключи есть еще? А еще про какой-то колодец что-то было в сериях. Несколько серий назад, кажется. Угрозы кидал Вивиан кто-то. И этот кто-то сказал, чтобы они встретились у колодца какого-то. Ну ладно, подумаем об этом потом. Сейчас хижина. А здесь что? Хижина, кажется, мне сюда. О боже, да где, как зайти-то? Хижина, 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 окей. Туда
Куда я пошла, что ли? Хижина на противоположной стороне реки. Я просто не помню, как туда дойти. Наверное, с этой стороны. Нет, не с этой стороны. Да ёб твою... Как? Хижина. Ладно. Не врубаюсь. Допустим, я не врубаюсь еще раз. Где детская площадка? О боже, я что, вообще не там? Мне вот туда, что ли? Или нет? Или вот туда? Да мне вот сюда. Беги, пожалуйста. Так. Что это тут? Ничего, просто. Ладно. Окей. Ключ от хижины. Суперово. Ура, мы заходим. Еп. Так. Сразу лазим везде. Слушай, закрой ее. Ладно. Книга по столярному делу. Угу. Угу. Опа, ключик. Ключик. Что там написано? Повернуть как тебя? Господи, я не могу с этим поворотом, серьезно. Хоп. В какую тебя, сука, сторону повернуть? Какая-то... Короче. Маленький ключ с зубчиком уникальной формы. Обычно такие нужны для сундуков. Да, там написано какой-то дневник. Воскресенье, 14 февраля 93-го. Сегодня день Святого Валентина. Я хотел провести день с Тришей, но Чарльз пригласил меня на охоту. Я нервничал не потому, что впервые на охоте, а потому, что с отцом Триши. Мне действительно понравилось быть с ним. С ним легко и просто общаться. Пятница, 18 июня. Я не понимаю, почему отец Мэтью запретил мне быть с Тришей. Это потому, что у меня небольшое состояние или потому, что я сирота? Но он ничего мне не объяснил. Может, отец Мэтью не любит меня? Я чувствую себя растерянным. 22 июня. Сегодня мы снова поссорились. Не смог вынести проповеднической позиции отца Мэтью, поэтому наорал на него. Да, знаю, что не должен был этого делать, но я так расстроен. Отец Мэтью сказал, что я не сирота. Что это значит? Он знает, кто мои родители? Я настаивал, чтобы он продолжил говорить, но после этого отец Мэтью ничего мне не сказал. Мне нужно знать больше. 31 июля. В последние недели мне стало труднее разговаривать с отцом Мэтью. Всякий раз, когда мы разговариваем, он уходит к церковным темам. Я понял, что начинаю избегать его, когда он спрашивает, как прошел мой день, и мне не хочется отвечать. Когда я спрашиваю его о своем прошлом, отец Мэтью всегда пытается сменить тему. Я разочарован. Я съехал из церкви. Отец Мэтью не возражал, хотя выглядел немного грустным. Мистер Робертс был так добр, что позволил мне остаться в его хижине, если я готов работать на него помощником садовника. Вот почему сад остается ухоженным, даже когда Эндрю не на работе. 3 ноября. Прошел месяц с тех пор, как Чарльз подарил мне эту хижину. Я до сих пор не знаю, с чего начать расследование. Эндрю был пьян. Бернард попросил меня привезти его домой сегодня. Когда он пьян, он корит себя, говоря, что он грешник. Иногда бормочет имена, которых я никогда не слышал. Из всех имен, кажется, я узнал только Магдалину, но никак не могу вспомнить, где слышал это имя. Так, Магдалина — это, кстати, мама как раз. Ну, или кто она там? Она мама его, да? Которую Вивиан таблетками с доктором фигачила. 7 ноября. Я только что вернулся из приюта и узнал, что именно отец Кэлвин привез меня туда. В регистрационном листе указано, что я из Пейнскрика. Язык уже заплетается читать. Как? Если я родился в Пейнскрике, должны быть записаны записи обо мне в больнице, но я проверил, их нет. 16 ноября. Сегодня вломился в спальню отца Мэтью, хоть я и не должен был этого делать, однако
У него могло быть что-то, что могло бы рассказать мне о моих родителях. У него не было ничего значимого. Суббота, 20 ноября. Эндрю снова напился. Это уже 5-й раз, когда я должен был привести его домой, а затем прекратить его смену. Это начинает раздражать. Когда я положил его на кровать, он несколько раз пробормотал: «Мне так жаль, София». Кто такая София? Опа, еще ключ. О, что-то с церковью. Капец у меня ключей, ты шо? Ключ с вырезанным на нем крестом. Полагаю, можно будет найти ему применение в церкви. Да, логично, в принципе, логично. Пошли дальше осмотрим. Нам нужно заканчивать, но давайте осмотрим уже до конца этот... Давайте осмотрим до конца этот... дом. И жену. Оружие. Ну ладно. Почему закрыто-то? Ну ладно. Закрыто так закрыто. Таблетки и тут. Подожди, тут тайный ход где-то должен быть, да? Я тебе точно говорю? Или я не грабу? Или я не знаю? Так. Ладно, в любом случае нам сейчас пора заканчивать, но нам надо уже... Куда? Нам надо и в церковь. Я еще думаю на кладбище сходить. И в больницу нам надо. И какой-то ключ для сундука. Я не знаю, что за сундук. Вот этот ключ до сих пор применения не нашелся от входной двери. И хз от какой входной двери. То ли ходи, блин, везде, тыкай ним. Потому что я, скорее всего, чуть-чуть потеряла этот момент и... Хз. Правда. Если вдруг вы знаете, что я где-то потеряла момент с этим ключом, и где-то была какая-то надпись, которую я не обнаружила, то напишите мне в комментах. Ну, спасибо вам, Твинчата, за просмотры. Не забудьте подписаться на канал, на Инстаграм, на Твич, также ставьте лайки, оставляйте комментарии и кликайте на колокольчик. Всем отличного настроения и до встречи в следующих видео.